Ребята, те, кто просил класс в Москве, будет их два. Один по натюрморту 14 сентября, на другом 15 сентября мы будем писать портрет. Места ограничены студией, в которой мы пишем, так что собирайтесь побыстрее. А то скоро повесят шлагбаум, торопитесь занимать места. Еще идет набор на класс на озере Гарда в Италии в конце сентября. Друзья, приглашаю вас на мастер-класс в Италии на озере Гарда. 25 сентября мы работаем в городке Сало, 26 в живописном порту Портеза, 27 на ферме Клетус с видом на озеро Гарда, 28 в окрестностях замка Сермионе и 29 в живописном городке, тоже на озере Гарда, Дессензано. Вы можете записаться на моем сайте или прислать мне заявку на WhatsApp. Маргарита Пасмор, Слава, какой закат, даже обидно, что ты не смотришь на него и не пишешь. Ну, нельзя же все время писать, Маргарита. Можно посмотреть и на вас. Закаты на море совершенно удивительные, это правда. И, кстати, когда на классы приезжаете, берите с собой фонарик. Ну, такой для туристов. Ну, по крайней мере, у меня. Очень удобно. Рассеивает плоскость, 3 режима работы. Ну, посильнее, поярче, послабее. И он на магнитике, его можно крепить на штангу, там, например, от зонтика я креплю. Либо на лоб есть такая возможность. Виктория Арселин. Для меня очень трудно принять решение, закончила работа или нет. Много раз случалось так, что при письме записывала удачные мазки. Да, delete не нажмешь клавишу, это правда. Желаю улучшить работу. Как достаточно? Как почувствовать, что работа закончена? Ну, бывают поэмы, например, не знаю, 30 листов, да, и какая-нибудь одна мысль, которую можно написать в 4 строки, как хайку, например, японцы пишут. 4 или там сколько, 5 строчек. Я тоже сочинил четверостишье на эту тему. Ну, оно такое, ну, в том смысле, что истина сжата буквально в 4 строки. Не, ну, есть еще приличное. Например, полная ванна воды, дырка волосами забита. Медленно жижа струится. Рядышком ванту стоит. Ну, то есть океан энергии вокруг. Медленно жижа струится. Дырка волосами забита. То есть канал там Читрини. Ну, неважно, как какие-то каналы в человеке забиты. То есть не пропускают энергии. Ну, а дальше уже по смыслу. Так и здесь. Почувствовать, что работа закончена, может только один человек. Вы. Никто. Будешь, например, долго жарить яичницу, она подгореть может, но зато за шкварками. С другой стороны, ну, в смысле, в духовке температура, что ли, там какая-то маленькая совсем, не 280, а 180, а 100 градусов. Ну, долго. Как почувствовать, что она закончена? На вкус. Попробовать надо. А попробовать можете только вы. Один любит, например, мясо с кровью. Ему нужно, чтобы вообще огонь видел, и ладно. Чукча, например, рыбу поставил, огонь видел, и ладно, рыбу, и ест. Для него она закончена, готова. Для меня нужно, например, чтобы подольше огонь видел ее. Так вот, поскольку разное у нас видение в разные моменты жизни, так и работа будет закончена. То долго ты пишешь, жаришь ее на огне, то коротко. И в обоих случаях, ну, я имею в виду, в обоих миллиардах случаях, она будет завершена. Если вы чувствуете, что вы пересолили, ну, долго сыпали соль, щепотка за щепоткой, надо остановиться вовремя. То есть один раз щепотку защепотил, стоп. Или вообще не надо. То есть чистый холст оставить. Есть такие люди, которые, да, кто-то черной краской. А помните, как одна, ну, что-то испортила Малевича картину, какая-то уборщица. Да, делов-то сейчас.
Ну и валиком, и все отреставрировал тут же. Ну или как-то по-другому эта история звучит. Короче говоря, постарайтесь останавливаться до того, как она пересолена, эта каша. Кстати, зачем ее солить вообще? Она и так хороша. Пораньше останавливайтесь. А вечером, например, салатик и 2 яичка. А одно можно. И там какие-то процессы запускаются, ну такие, чтобы не пухнуть ночью, а чтобы вообще худеть. Давайте так рассуждать. Не в рамках одного произведения, которое вы думаете, как его закончить, сколько же еще и его мусолить, вот это вот, калапуцать. А вы рассуждаете в рамках выставки, на которой одна работа пишется там 10 лет, например, другая год, а третья 2 минуты. Ну и вот персональная выставка из 3 работ, разные они по степени законченности, но все 3 закончены. Потому что вы так решили. В этот момент вот она будет выглядеть так. Уверяю вас, зрители ахнут, потому что, боже мой, тут вообще многофигурная, такая, что не оторвать глаз. А на этой линия какая-нибудь с точками. Все. Это крышеснос. И причем в вашу пользу. Вся вода со всех крыш будет течь в вашу сторону. Одни скажут, а другие, наоборот, подарят цветы. Юзер ТС. ТС, ну поменяйте уже, в конце концов, своего юзера на человеческое имя. Ника. Так, с вами уже 3 года. Кстати, друзья, я выкладываю теперь все наши видео на YouTube, в Яндекс.Дзене, в Фейсбуке, ВКонтакте и в Телеграм-канале. Все ссылки под видео. Кто-то написал вчера, не появляются видео, которые я рекомендую в конце. Ну, не появляются, потому что запретили появляться. Добрые люди нам вообще в YouTube запретили. Ну, что ж теперь поделаешь. Будем так как-то выкручиваться. Так вот, с вами 3 года, завораживают ваши картины, сочные мазки. Спасибо большое. А я пишу долго. Все получается в итоге одной гаммы. Скучно, зализано. А что зализывать, если... Ну, берите, не надо зализывать. Ну, начинайте лизать. Другой рукой раз по щекам отрезвились. И сразу перестаньте зализывать. Зачем? Ложу мазок ярче. Ну, конечно, если ложите... Да, но он выбивается. Получается, вырви глаз. Пыталась поярче, вечером все хорошо. А утром смотришь, мама дорогая, что ты тут натворила? Пока печально. Как научиться писать живо и ярко? Ну, давайте начнем с того, что вечером при лучине вы не пишете, потому что она издает свет, который утром потом вот вам плохо становится. Что ты тут натворила, мама дорогая, говорит. Вообще кукунда. Одной гаммы. Ну, надо использовать разные гаммы. Играйте в мажоре. Все будет весело, мажорно. Зачем нам минорить-то? Пусть будут холодные красочки, с одной стороны теплые красочки. И когда пишете, думайте не только тональными отношениями, а еще это куда? В холод? Вот этот цвет сложный может быть. Или теплее. Теплее, холоднее. Вот это правило, которое поможет. И зализывать перестанете. Потому что если вы будете класть раздельные мазки, холодный мазок, потеплее мазок. Раздельные. Не надо их языком зализывать. Потому что краска бывает и радиоактивная. Чего вообще слюной трогать? Некоторые художники кисточки моют прямо во рту. Вообще. Они не представляют, там кадмий. Будет потом. Лучше гипс и кроватка, чем плита и оградка. Живо и ярко. Нужно на классы ко мне приезжайте. Будет вам и живо, и ярко. Ну, в конце концов, в школу, в онлайн. Загляните в школу. Ну, вот сейчас. Посмотрите, что там творится.
сколько яркости, живости, никакой зализанности, и вырви глаз нету, все сдержано иногда. Вы выбираете то, что вам нравится, и пробуйте так же, и постепенно вырулите на свою дорогу, к вашей вершине мастерства. Опять юзер З, модная буква вот эта вот жуткая, и В. У меня был курс первый по живописи, видимо, в учебном заведении. 2 месяца плакала, молилась, чтобы понять, и получилось. Всю жизнь хотела научиться рисовать. И произошел прорыв. Теперь спокойно рисую. Как научилась, технично. И, конечно, постоянно пробую что-то новое. Ну вот видите, получилось же. Молитва помогает. Молитва животворящая. И я буду молиться, чтобы вы поменяли свой ник вот этот абракадабристый на человеческий. И получится, уверяю вас. Виктория Арселин, очень нравится ваша палитра. Во Франции не нашла. Где можно найти, скажите, пожалуйста. На Амазоне закажите, и все. И будет вам во Франции американская палитра. Виктория Арселин опять. У меня рисунок хромает. Как быстрее эту проблему решить? Если хромает рисунок, сначала на костылях. Никуда не денешься. Ну, костыли, я имею в виду, вы подглядываете в хорошие книги и рисуете, ну, Бамаса, например, если прям уж сильно хромает, если вы рисуете человека. Но человека вообще рисовать хорошо, потому что это самая сложная форма в пространстве. Но чтобы до нее добраться, нужно рисовать простые формы. Человек, кстати, состоит из простых форм. Ну что, колбаска, вторая колбаска. Но она как-то сочленяется в пространстве. Мы рисуем пространство. У меня есть, кстати, по рисунку целый курс рисунок головы. Там, по-моему, 8 уроков целых или больше. И чем он интересен? Тем, что мы, глядя на сложную форму носа, например, да, мы смотрим на площадки. И мы рисуем ее как вот такую вот, как ее, не знаю, называют пирамидку с площадками. То есть мы так вот рублено воспринимаем все. И потом зализываем. Но сначала учимся рисовать эти площадки, вот какие-то, да, какие-то формы в пространстве. Вот это самое важное и сложное. Быстро эту проблему не решишь. Нужно начинать с каких-то простых форм. И под руководством наставника. Так что, если я вам интересен в этом смысле, присмотритесь к курсу по рисунку головы. Там разные совершенно части отдельно рисуются, а потом уже собираются вместе. Друзья, в середине октября класс в Армении. Все включено. Возят везде, кормят. И номера на выбор. Есть одноместные, есть двухместные. С 11 по 17 октября будет класс в Армении. В эту программу включены новые точки, новые локации. Это, по сути, арт-путешествие с экскурсиями, с дегустацией вина, конечно же. Мы планируем писать в разных местах, ночевать в разных местах, переезды будут. Очень подробно вы можете познакомиться с программой, которая на моем сайте. Программа насыщенная, объемная. И главное, что вас ждут удивительные впечатления, и мы будем писать. Мы будем черпать эти ощущения и учиться писать. Писать солнце, писать пространство, как говорил Мане, между объектами. И особое внимание будем уделять композиции в этой поездке точно.